Приветствую, друзья! Удивительно, но у компании KiwiEars за последнее время вышло больше наушников, чем у известной данным фактором Knowledge Zenith. Начать я предлагаю с недорогих гибридных Aerossa, внутри которых стоит один динамик и целых 4 арматурных излучателя. Название нам как бы намекает на некоторую изящность в их звучании, ну а на что они на самом деле способны, мы с вами сегодня и разберемся. Собственно, поехали! Упаковка на вид симпатичная, я бы даже сказал, что видна рука хорошего дизайнера. В комплект вошла инструкция, недорогой плотный бокс и 3 набора самых простых силиконовых амбушюр. Кабель такой же дешевый, но плотный, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил по 45 сотых Ома. Чашечки по габаритам средние, вся внутренняя часть у них изгиб полиэргенной смолы, а внешняя прикрыта металлической пластиной. Кроме того, здесь есть отверстие для вентиляции, одно для компенсации давления и столь же металлический звуковод со специальным бортиком. Тактильно, на мой взгляд, все на отлично. Вот так, друзья, это и выглядит. На измерениях быстрый, как в игровых решениях, импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 46%, что очень хорошо. Фаза более-менее, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете сами рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ, аккуратный такой переход на середину, чуть менее выраженный акцент на области разборчивости, пик на псевдодетализации и верха, ощутимо затухающие только после 17 кГц. Как видите, это очень похоже на их же KE4, немного на слива SLA3 и нечто сопоставимое с Moondrop Cadence, то есть очень неплохая настройка. Главной особенностью Aerossa я бы назвал открытое, довольно напористое звучание, сконцентрированное в основном в центральной части сцены. То есть у них нет ни приглушенности, свойственной KE4, ни того сочного, все заполняющего аудиального потока. Что, если быть совсем уж откровенным, мне нравится даже больше. Да, на слух KE4 звучат шире и куда музыкальнее, зато Aerossa намного чище, честнее и в целом собраннее. Слива SLA3 мне показались чуть богаче в плане низких частот, они там более упругие и четкие, однако вся верхняя часть диапазона гораздо проще, чем у Aerossa. У нас лучше и масса, и объем, и более живая с аналоговой теплотой атмосфера. SLA3 на верхах, скажем так, чересчур воздушные и слишком уж вычурные. Да, текстура есть и у нас, к тому же Aerossa не обделены ни чистотой, ни прозрачностью. Но у нас все как-то более гармонично и лучше согласовано в плане излучателей. Нет ни ступеньки, ни разрывов в частотных переходах. Новенькие TFZ и Angel Ears Athena тоже чем-то похожи на героев нашего сегодняшнего обзора. Однако у них есть легкое подсвечивание сибилитивных звуков, чего у Aerossa попросту нет. У нас верха чистые и комфортные, при этом они, как и положено, лишь наделяют звук перкуссией и обогащают всевозможными резонансами. С позиционированием все сложно. С одной стороны, каждый из источников хорошо ощутим и легко читается в пространстве, а с другой есть то самое сужение образов к центральной части сцены.
Как итог, сцена кажется уже, а все на периферии, наоборот, становится доступнее. При этом образы неплохо сбалансированы как в макро, так и микроконтрасте. У них превосходное разрешение, выразительность и прямо подчеркнутая эмоциональная часть. Без особого перегиба или попытки хоть как-то украсить звучание. Я бы отнес их характер к нейтральному, пусть он и не имеет сухости и свойственной тому отстраненности. Масштаб тут ощущается, конечно, с некоторыми оговорками, а бас без акцентов и значительного ухода на глубину, зато он быстрый и отлично сочетается со столь же текстурной, напористой серединой. Без сдержанности или зажатости, скорее наоборот, звучание у Эроса естественное и чуть разряженное. Слушается это приятно, к особенностям быстро и легко привыкаешь, остается лишь наслаждаться любимой музыкой. Из стилистики отмечу рок, поп, электронику, металл, джаз, да что угодно вообще, включая требовательное к уровню прорисовки, скоростным показателям, согласованности и балансу частот. Единственное, большой оркестр словно попросили разместиться поближе к центру. Для игр и профессионального использования они, на мой взгляд, не подойдут. В остальном же каких-либо вопросов к их подаче я не имею. Звучат они ясно, довольно-таки натурально, выразительно и очень мелодично. К тому же совершенно не требовательны в плане источника и подбора материала. Все тонкости, нюансы и оттенки звукоизвлечения в них слышны без необходимости хоть как-то напрягать свой слух или воображение. Не скажу, что они прямо-таки эффектные, но уверен, понравятся очень многим. За свои 100 с копейками долларов вполне одобряю. Итогом наушники Kiwi-Ears Aeros приятно смотрятся, удобно сидят, почти не имеют собственных искажений и настроены на уровне с лучшими решениями на рынке. Звучит модель выразительно, с элементами прозрачности и аналоговой теплоты, хорошо прослеживающейся мелодикой, ровно такой же динамикой и прямо подсвеченной эмоциональной частью. Из минусов могу лишь указать на некоторую акустическую деформацию, вследствие которой сцена сужается к центру, а периферийная ее часть становится более доступной и осязаемой слушателю. Отсюда же исходят небольшие ошибки в позиционировании. В остальном слушать у них можно что угодно, звучат они приятно, подача открытая, частотно сбалансированная, со столь необходимым ей весом, тембральным объемом и прекрасным разрешением. Интересный звук, мне, друзья, они понравились. А на сегодня это все. Мы говорили о модели Kiwi-Ears Aeros. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем, друзья, добра.